Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами научимся вязать вот такой вот офигенный рюкзак. У меня уже есть на канале одно видео, как вязать рюкзак из полиэфирного шнура. В этот раз мы с вами будем вязать рюкзак из трикотажной пряжи. И немного другим узором ротанг. Цвет вообще шикарный, мне он очень понравился. Выбрала я его под цвет набора для рюкзака, то есть такой нежный розовый. Цвет пряжи у меня идет зефир основной и принт Лаос. Очень вместе хорошо сочетаются. Заказать вы их можете на сайте пряжи Центр РФ. Ссылочку я вам оставлю ниже в описании. Промокод там же на скидку 5%. И чтобы не отвлекать много времени, пойдем вязать. Итак, из материалов нам понадобится, во-первых, вязать мы наш рюкзак будем из трикотажной пряжи Бисквит. Я выбрала два оттенка, шикарно подходящих друг к другу. Это зефир и вот такой вот принтованный оттенок, называется Лаос. Вообще шикарно смотрится, такие, знаете, принтованные одуванчики. Вот сейчас покажу вам поближе. Вот, посмотрите, такой нежно-розовый получается. Также такого же цвета я выбрала набор для рюкзака. Заказывала я его на AliExpress, ссылку тоже оставлю вам в описании. В набор входит две вот такие вот лямки. С одной стороны вот такое вот крепление, с другой стороны карабин, который одевается вот на вот это вот полукольцо на нашем клапане. Помимо лямок, сейчас уберу, в набор входит вот такая вот хорошая утяжка. Замок на шурупах очень хорошего качества, то есть не мнется, не гнется. Карабинчик, который можно использовать для кисточки. Соответственно, клапан с ручкой. Вообще цвет тоже такой шикарный, нежный розовый. И вот такое вот донышко. Я его, кстати, уже разметила маркерами. Красными маркерами я отметила центральные части, а вот этими вот маркерами желтого и розового цвета я отметила места, откуда у меня будут начинаться прибавки. Итак, для тех, кто не хочет смотреть обвязку донышка и в принципе думает, что справится сам, я расскажу примерно почему и где мы делаем прибавки. То есть мы разделили на 4 равные части наше донышко, и вот этими вот маркерами цветными, розовым и желтым цветом, я отметила места, где у нас будут начинаться прибавки. Прибавки мы с вами будем чередовать через одну, то есть вот в эту дырочку, где у нас маркер, мы делаем первую прибавку, далее один столбик, снова прибавка, один столбик, прибавка, и вот в этот маркер, вот в эту центральную дырочку, которая отмечена маркером, мы сделаем один столбик. И дальше в зеркале повторяем, чередуем. Вот здесь у нас останется последняя прибавка. Далее вот здесь по прямой мы прибавки не делаем. И здесь в зеркальном порядке точно так же, чередуя через одну, делаем прибавки. То есть, смотрите, совершенно не важно, какого размера донышко и сколько дырочек в нашем донышке. Все прибавки всегда мы делаем именно на закруглениях. То есть, например, вот у нас есть другое донышко, смотрите, меньшего размера. Количество дырочек я не считала, это не особо важно. То есть, прибавки мы делаем вот в этих местах. В моменте закругления. Вот здесь по прямой мы не делаем прибавки. Ну, то есть, если мы вяжем из пряжи. Если мы вяжем из шнура, то лучше сделать прибавки вот здесь и по прямой, чтобы у нас не получилось вот здесь и просветов, и дырочек, и вязание немножко не стянулось. Также вот еще один вариант донышка. Видите, он более прямоугольный, более ровный и еще меньшего размера. То есть прибавки мы будем делать только вот в этой части, то есть вот в эти столбики мы можем сделать с вами прибавки именно вот здесь на закруглении нашего донышка. Вот здесь по прямой мы прибавки делать не будем, так же как и вот здесь по прямой мы прибавки не делаем. Соответственно, неважно какой формы, какого размера ваше донышко, прибавки мы делаем именно в моменте закругления. И от диаметра нашей пряжи или шнура, в зависимости от того, что вы выберете, будет зависеть количество прибавок. То есть чем больше, чем объемнее, чем толще наш шнур или пряжа, тем меньше мы делаем прибавок. Потому что если мы сделаем очень много прибавок, у нас получится не ровный рюкзак, а такая себе чашка. Вот.
И, соответственно, чем тоньше нить, тем больше мы делаем прибавок, чтобы вот здесь у нас не было просветов между столбиками. И давайте начнем обвязывать наше донышко. Для начала нам нужно оставить небольшой хвостик нити для закрытия ряда. И неважно, откуда вы начнете, тут разницы нет никакой абсолютно. Мы с вами уже отметили места, где мы будем делать прибавки, то есть мы уже не потеряемся. Я начну вот здесь. Вставляем крючок в любую из дырочек и вытягиваем первый столбик. Берем рабочую нить и провязываем. Старайтесь сильно петли не затягивать, так как вяжем мы крючком маленького размера. Итак, вставляем крючок, захватываем нить и провязываем первый столбик прибавки. Вот так. Теперь сюда же, в эту же дырочку, мы вставляем крючок, захватываем нить, старайтесь аккуратнее вытягивать ее, чтобы не порвать. Вытягиваем нить на одном уровне, старайтесь вытягивать с петлей на крючке и провязываем. Вот что у нас с вами получается. Далее у нас идет один столбик. Проверяем нить, чтобы лежала изнанкой кверху. Вытягиваем на одном уровне с петлей на крючке и провязываем один столбик. В следующую дырочку мы вяжем прибавку. Сначала провязываем первый столбик прибавки и сюда же, в эту дырочку, вставляем крючок и вытягиваем второй столбик прибавки. Сделать это немножко сложно, так как дырочки очень тоненькие для трикотажной пряжи. Далее у нас идет снова один столбик. Теперь прибавка. Раз. И сюда же 2. И вот что у нас с вами получается. Далее у нас вот здесь вот серединка, убираем маркер, вяжем один столбик и так чередуя довязываем вот до этого момента, до конца наших прибавок. Итак, вот смотрите, что у нас должно было получиться. Прибавки через один столбик. Далее по прямой мы вяжем просто без прибавок, в каждую дырочку по одному столбику, доходим до вот этого маркера и также чередуем, как и вот с этой стороны, прибавки через один столбик вот до этого маркера. Далее вот здесь по прямой мы вяжем без прибавок. После того, как провяжете, я покажу вам, как закрыть ряд нашим хвостиком. Итак, вот мы подошли с вами к концу ряда. Вот он, наш последний столбик. Его мы с вами будем как раз провязывать нашим хвостиком, чтобы закрыть аккуратно ряд. Захватываем нить и вытягиваем хвостик полностью на эту сторону. Далее вот он, первый наш столбик. Находим вершину первого столбика и вставляем крючок вот таким вот образом с обратной стороны. Захватываем хвостик и вытягиваем наизнанку. Вот что у нас с вами получается, вот такая вот незаконченная петелька. Далее находим вот он, последний наш столбик, вот этот вот незаконченный. Вставляем крючок под перемычку и в середину вершины нашего столбика последнего. Захватываем нить и вытягиваем его на эту сторону. Все подтягиваем, поправляем, и вот что у нас с вами получается. Вот такое вот аккуратное завершение ряда. Вот здесь вы уже заметили, я маркерами отметила места, куда буду присоединять наши ручки. Вот таким вот образом мы с вами во время вязания вяжем наши ручки. Конечно, с карабинами было бы намного удобнее, но у меня уже есть одно видео, где я убираю вот эти вот штучки и одеваю с карабинами. И несколько девушек меня прям попросили сделать видео, как именно ввязать такие запчасти без карабинов. Поэтому в этом видео мы с вами будем их именно ввязывать. Итак, теперь давайте перейдем к вязанию нашего первого ряда. И находим нашу последнюю петельку. Вот он, наш хвостик. Вставляем крючок вот таким вот образом. Вот она вершина, в середину вершины, а сзади вот под перемычку. Вот таким образом мы будем вставлять крючок, когда обвязываем все наше донышко. Этот хвостик мы с вами сейчас спрячем в вязание. Берем рабочую нить, поддеваем хвостик вот таким вот образом на крючок.
захватываем нить и провязываем первый столбик, самый обычный. Далее нам нужно будет с вами ввязать, вот я отметила местами на прибавках, то есть ровно часть, и начнем мы с вами привязывать вот здесь вот в первый столбик перед прибавкой. Также и здесь вот тут вот мы должны с вами закончить один столбик после прибавки. Маркер я уберу. И теперь давайте прикладываем наш ремешок. Обязательно смотрите, не запутайтесь, то есть как у нас будут идти лямки вот таким вот образом. То есть вот так же мы и прикладываем ремешок, а то можно приложить наоборот, и соответственно нашей лямки останутся вот эти вот места внутри. Обязательно проверьте перед тем, как привязывать. И начинаем вывязывать наш рисунок. Вводим крючок под ремешок. И вот здесь вот точно так же, как я и говорила, в середину вершины и сзади под перемычку заходим. Вот так. Нить, хвостик наш кладем на крючок, захватываем и вытягиваем. Вот что у нас с вами получается. Первый наш самый столбик. Мы вытаскиваем крючок, вставляем его с этой стороны, придерживаем все пальчиками и протягиваем крючок через нашу петельку. Далее нам нужно с вами сделать одну воздушную петлю для продолжения ряда, чтобы вот эта вот запчасть у нас осталась внутри вязания, то есть не закрылась вот так вот. То есть это делаем мы для большей устойчивости. Мы вставляем крючок под нашу запчасть, захватываем нить и провязываем воздушную петельку. Соответственно, наша вот эта вот запчасть остается внутри нашего вязания, внутри нашего рюкзака. Далее вставляем крючок под нашу запчасть, находим вот он следующий столбик, следующая вершина, под вершину и под перемычку. Захватываем нить и вытягиваем. Вот у нас с вами получился второй столбик уже. Придерживаем все пальчиком, убираем крючок и вставляем с обратной стороны. Вот так. Далее придерживаем все руками и вытягиваем петельку. Вот что у нас с вами получается. Далее воздушная петля для продолжения ряда. Вставляем крючок под нашу детальку, захватываем нить и провязываем воздушную петельку. Вот у нас уже с вами два столбика, и наша деталь все еще внутри рюкзака. То есть она вот здесь вот не обвязывается нашими ниточками, потому что если мы будем вязать вот так вот, обвязывать нашу деталь, и нитки у нас останутся вот с этой стороны, устойчивости такой не будет у нас. Далее новый столбик мы с вами уже провяжем после нашей вот этой вот заготовки. То есть два столбика будет достаточно. Мы берем крючок и вставляем уже не под нашу деталь, а сразу в вершину и под перемычку. Захватываем нить и вытягиваем столбик. Вот так. Убираем крючок, вставляем с этой стороны, подтянем все и делаем воздушную петлю для продолжения ряда. И вот посмотрите, что у нас с вами получается. Красиво и аккуратно наша деталь ввязана в полотно. То же самое нам нужно будет повторить вот здесь, а вот в конце ряда. То есть начинаем мы. Сейчас я уберу и покажу. Видите у нас как получилось. Начинаем мы вот здесь в прибавку провязываем один столбик, а далее вот здесь присоединяем деталь. То есть во второй столбик от прибавки мы присоединяем деталь и в следующий столбик после прибавки. Далее мы вяжем абсолютно одинаково, без прибавок, до конца ряда. И воздушная петля. Вот у нас еще один столбик готов. Давайте я вам еще покажу вариант вязания двухсторонним крючком.
Я свой крючок, к сожалению, размером 6-7 потеряла, не могу найти. Но покажу на размере 4,5. В принципе, разницы никакой, для того, чтобы показать, мне этого хватит. Итак, вставляем крючок под вершину с перемычкой, захватываем нить, поправляем, если нить перекрутилась. И теперь наше самое главное и самое удобное отличие двухстороннего крючка. Мы не достаем его, а просто берем и вот таким вот образом вытягиваем на эту сторону. Далее у нас воздушная петля для продолжения ряда. И смотрите еще раз. Под вершину с перемычкой захватываем нить, вытянули и протягиваем. Вторым крючком мы цепляем нашу вот эту вот воздушную петельку, которую мы оставляем для продолжения ряда. Вот так. Вот такой вот узор у нас с вами должен получиться. Таким образом мы довязываем до конца ряда, без прибавок и убавок. Итак, как я и сказала до этого, чтобы получилось зеркально, я провязала первый столбик прибавки и теперь прикладываю вторую запчасть нашей сумки. Точно так же проверяем, чтобы она у нас лежала ровно, не перекручена. Немножко неудобно уже с двумя частями это все показывать. Итак, вставляем крючок сначала под нашу детальку, далее в вершину, под перемычку, захватываем нить, вытягиваем первый столбик. Далее нить убираем, крючок, захватываем и вытягиваем. Поправляем это все дело. И теперь воздушную петлю мы делаем, заводим крючок под нашу деталь, вытягиваем нить и провязываем воздушную петлю. Таким образом, вот видите, наша заготовка остается внутри. Далее вставляем крючок под нашу деталь, вот здесь вот в вершину и под перемычку. Захватываем нить и вытягиваем новый столбик. Вот так. Убираем крючок и протягиваем петлю через столбик. Далее в воздушную петлю мы заводим крючок под деталь, захватываем нить и провязываем воздушную петлю. Все это дело аккуратно поправляем, и вот у нас точно так же 2 столбика, и деталька наша вот здесь внутри остается. Дальше продолжаем вязать без изменений, то есть уже не под деталь, а продолжаем наш узор. Убираем крючок, захватываем нить и провязываем воздушную петельку. Вот таким вот образом выглядит обе наши привязанные детали, которые остаются внутри для лучшей устойчивости. Далее довязываем до конца ряда столбиками. Я покажу, как закрыть ряд. Я дошла до конца ряда. Теперь нам нужно вот этот вот некрасивый наш самый первый столбик спрятать. Мы вставляем крючок под него, не рядом вот здесь вот в эту открывшуюся вершину, а именно под него, чтобы красиво и аккуратно его закрыть. И вытягиваем петельку. Точно так же мы закрываем ряд. Теперь смотрите, воздушную петельку мы не провязываем в конце ряда. Убираем крючок. И теперь вот видите, вершина нашего этого первого столбика. Вот смотрите, вот он наш первый столбик, который мы перекрываем. И вот она вершина, которая заходит под следующий столбик. Нам нужно вот эту вот петельку, вот именно одну из наших вершин, вставить крючок. Вот эту вот нашу петельку, которую мы не провязали воздушную, захватываем и вытягиваем на обратную сторону. Вот так. И уже теперь мы делаем воздушную петлю. Итак, для первого столбика
нам нужно сделать воздушную петлю подъема. И теперь вставляем крючок вот сюда, между нашими столбиками. Ровно посередине, так, чтобы с обратной стороны, видите, вот галочка есть у нас такая. Вот она. Выйти ровно посередине галочки. Вот у нас, видите, есть еще галочки. Вот они, еще галочки. Выйти нужно ровно посередине. И вот таким вот образом мы заводим крючок, чтобы не обвязать нашу запчасть. Вот так. Захватываем нить и вытягиваем. То есть первые вот эти два ряда, они самые сложные, так как нам нужно аккуратненько это все обвязать, чтобы наша запчасть ходила туда-сюда и была ровно насквозь. Убираем крючок, захватываем петельку и провязываем воздушную для продолжения. Вот что у нас с вами получается. Далее точно так же вставляем крючок ровно посередине, так, чтобы выйти вот здесь, вот она галочка, видите? Убираем крючок из-под детали, захватываем нить и вытягиваем столбик. Поправляем все и провязываем воздушную петельку. Вот так. Далее находим, все это дело пододвигаем, находим следующую петельку. Вот она, следующий столбик, извините. Вот она, наша галочка с обратной стороны. Вставляем крючок, вытягиваем петлю и вяжем следующий столбик. И эти следующие столбики вяжутся уже намного легче. Снова повторяем. Убираем крючок и воздушная петля. Вот так. Теперь вяжем таким образом по кругу. Не забываем, проверяем, здесь галочка, здесь нить лежит изнанкой кверху. Выходит она у нас, видите, аккуратно, ровно лицевой стороной. Захватываем, провязываем воздушную петлю и все обязательно аккуратно поправляем. Вот мы подошли к концу ряда. У нас остался последний столбик. Вставляем крючок и провязываем последний столбик. Вот эту вот воздушную петлю последнюю мы не провязываем. Вставляем крючок. Вот она, видите, ее хорошо видно, вот эту вот петельку, которая воздушная петля подъема. Верхнюю часть этой петельки. Захватываем нашу петельку, вытягиваем на эту сторону. Воздушная петля одна и вторая петля подъема. Теперь дальше все очень просто. Мы продолжаем вязать этот узор вверх на несколько рядов. Я провяжу примерно рядов 6-7, прежде чем ввести вот этот вот цвет, чтобы у меня все было аккуратно, ровно и плавно переходила, чтобы не было такого, что половина узора, половина рисунка спрячется, допустим, под клапаном и так далее. То есть я примерно рядов 6-7 провяжу, в общем, вместе вот с этими двумя, и потом надо будет вводить уже цвет с принтом. Если же у вас рюкзак однотонный, без принта, вы просто вот так вяжете данный узор на ту высоту рюкзака, которую вы хотите. Еще раз покажу. Начало ряда. Вставляем крючок между столбиками таким образом, чтобы с этой стороны, вот видите, выйти под галочкой. Захватываем нить, вытягиваем первый столбик
Меняем положение крючка. Все это дело хорошенько поправляем, и воздушная петля для продолжения ряда. Вот что у нас с вами получается. Вот такой вот шахматный красивый рисунок, который, кстати, очень даже легко вяжется, особенно если у вас есть двухсторонний крючок. Вот такой. Таким крючком, если вязать, узор становится в 2 раза легче. То есть он очень простой и вяжется он очень легко. Единственная сложность, допустим, это вот как раз вот ввязывание вот этих вот деталей. Если вы будете использовать данный узор для корзинки, где не нужно ничего ввязывать, где будет просто полотно, и у вас к тому же будет двухсторонний крючок, то вы свяжете ее очень даже быстро, без всяких проблем. Вот что у нас с вами получается. Вот такой вот интересный рисунок шахматный. Смотрите, сейчас положу это все дело. Итак, наше полотно немножко раскрывается. Не переживайте, это абсолютно нормально. То есть по мере вязания вверх оно все поправится. То есть это очень даже хорошо, потому что если бы у нас сразу все полотно вот так стояло вот сюда, соответственно, к концу рюкзака он бы у нас вот так вот стянулся. А нам нужно, чтобы наш рюкзак шел аккуратненький, такой вот плавный переход. Поэтому не переживайте, все выровняется, будет ровным и аккуратным. Вяжите с удовольствием. Я вам покажу сейчас, как ввести другой цвет. Провяжу до нужного мне момента и все покажу. Итак, вот я провязала 6 рядов, и вот здесь я вот уже присоединила ниточку. Довязываем ряд 6 до конца, и вот таким вот очень простым и самым распространенным способом я просто обрезала нить и пришила ее. Теперь мы ее вот так немножко подтянем, и ничего не заметно. Закрываем ряд. Как и до этого. Воздушную петлю мы не провязываем, вытаскиваем крючок, находим, вот она вершинка первого столбика, захватываем нашу петельку и вытягиваем ее на обратную сторону. Далее воздушная петля 1 и воздушная петля 2. И продолжаем вязать уже с рисунком. Вставляем крючок. Точно так же, как и до этого. Меняем положение. И воздушная петля. Вот таким вот образом мы уже... Давайте покажу вот на этом крючке еще раз. Просто продолжаем вязать. Так же, как и до этого, но уже другим цветом. И вот посмотрите, за счет того, что у цвета Лаос основа зефира, соответственно, переход будет очень плавным. И если вы вдруг соберетесь вязать такую сумку, ну, просто из другого принта, постарайтесь искать, чтобы основа принта была именно того цвета, который будет вашим основным, чтобы переход был максимально идеальным, плавным, как вот здесь. Видите, разницы вообще никакой. Блин, еще погода такая сегодня, на улице снег, и все так сильно засвечивает, но вязать нужно. Ну, таким образом вяжем на ту высоту, которая нам нужна. И не забывайте, что у нас еще есть утяжка. Соответственно, нам до нужной высоты не довязывайте примерно ряда 3, чтобы приделать утяжку. Я вам покажу, как это все присоединить, как сделать дырочки для утяжки. Ну а пока вяжем наше основное полотно. Итак, вот что у нас с вами получилось. Я провязала
23 сантиметра в высоту. И вот здесь я вот уже маркерами отметила места, где буду делать дырочки для моей утяжки. В высоту у меня получилось 26 рядов. И вот смотрите, как это смотрится красиво, аккуратно, никаких переходов не видно. Одного мотка с принтом мне хватило ровно на 15 рядов. И вот смотрите, плюс того, что у нас основа нашего принта идет в тон к основному цвету нашему, который мы выбрали. Вот здесь, а вот сейчас, тут даже и незаметно, вот здесь, а вот у меня закончился моток вот этого принтованного. И до конца ряда мне не хватило буквально несколько столбиков. И вот посмотрите, вот здесь вот вообще незаметно мой переход, то, что где-то в середине вязания закончился моток. Вот как раз видно. Или нашла даже. Итак, давайте теперь перейдем к отметкам. Сейчас я тут распределю все, немножечко неудобно. Итак, не пугайтесь, тут столько маркеров. Для начала, вот тут по кругу у меня получается ровно 52 столбика. То есть вот этих вот столбиков у меня ровно 52 штуки. Я разделила пополам, у меня получается по 26 столбиков на обе стороны. Я вот так вот пополам сложила, нашла ровно середину и отметила вот здесь вот красными маркерами с этой стороны и с этой стороны. Дальше отсчитала по 13 столбиков с каждой стороны. И вот видите, красными маркерами тоже я отметила середину, центр нашего рюкзака вот с этой стороны, по лицевой и по стороне спины. Далее, вот этими вот уже цветными маркерами, желтым, зеленым, синим, розовым у меня отмечены места, куда я буду делать дырочки именно для утяжки. Вот эти вот красные нам, в принципе, они больше не нужны. Я их специально не убрала, чтобы вам показать примерно, как я это все делила, как я это все отсчитала. Итак, смотрите, задняя утяжка, задняя часть утяжки у нас немножко длиннее, чем передняя. Буквально ровно на 2 столбика. Получается, вот здесь от середины я отсчитала по 4 столбика и поставила маркер. И здесь 4 столбика и поставила маркер. А спереди я отсчитала по 3 столбика в стороны и поставила маркеры. То есть вот она наша середина, 3 столбика в эту сторону, 3 столбика в эту сторону. И точно так же вот здесь от середины по бокам я отсчитала 3 столбика в одну сторону и 3 столбика в другую сторону. И в принципе, если это все дело вот так вот сложить, то у нас получается идеально ровное соединение и ничего лишнего. И теперь давайте приступим. Я покажу вам, как сделать дырочки. Тут, в принципе, ничего сложного в этом нету. Вот у нас как раз, смотрите, идет наша дырочка. Вот у меня начало ряда уже съехало. Получается, из-за того, что каждый раз в каждом ряду я после своих 2 воздушных петель подъема начинала в следующий столбик вязать. То есть не под этот же, а в следующий. Итак, что мы делаем, если у вас точно так же съехала петелька, как и у меня? Делаем воздушную петлю. То есть получается не 2 уже, а 3-ю петлю мы делаем. И провязываем вот этот вот столбик, который отмечен маркером, мы пропускаем и вяжем столбик в следующую петельку. Вот так. Убираем, меняем положение. Немножко неудобно. И воздушная петля. И вот что у нас с вами получается. Вот в эту дырочку у нас будет вставляться утяжка. Вот сюда мы потом провяжем еще один дополнительный столбик. Далее вяжем столбиками так же, как и обычно, до следующего нашего маркера. Провязала я столбики до следующего маркера. Вот он. Точно так же, вот она наша воздушная петля для продолжения ряда. Вяжем еще одну воздушную петлю и следующий столбик вяжем через один, то есть вот этот столбик мы пропускаем. В принципе, ничего сложного нету. Так же, как и в любом виде рисунка, мы пропускаем один столбик
Далее вяжем до следующего маркера. И таким образом мы провязываем, то есть не довязываем один столбик в каждую дырочку, где отмечен у нас маркером. Каждый столбик, который отмечен у нас маркером. Вот. Сейчас. Утяжку вы можете одевать сразу. То есть есть такие утяжки, которые очень сложно вытащить. Сейчас покажу, где моя утяжка. Вот, есть такие утяжки, которые достаточно сложно вытащить одну половинку вот отсюда. Вот, у меня, видите, вот здесь раскручивается она, и ее можно спокойно достать. Если у вас утяжка, которая не достается, то есть она как бы ходит туда-сюда, но достать вы полностью не можете ее, то, конечно, лучше эту утяжку сразу ввязывать в вязание. Итак, вот я дошла до следующего маркера, делаю воздушную петлю и пропускаю этот столбик, который отмечен маркером, вяжу в следующий. Вот так вот. Вот у нас еще одна дырочка появилась. Таким образом довязываем до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда, остался вот этот вот последний столбик, с которого мы начали. Точно так же, как и до этого, мы провязываем столбик без воздушной петли. Вот видите, первая воздушная петля, вторая воздушная петля и третья под столбиком. Вторая это останется нашим под нашу утяжку. И вот в самую первую воздушную петельку мы вставляем крючок, как и до этого, и делаем 2 воздушные петли для поднятия ряда. Вот так. Теперь смотрите, вот если у вас точно так же, как у меня, ряд будет начинаться вот именно вот в этом месте, то здесь уже не стоит съезжать. Здесь мы провяжем столбик именно под вот эту вот воздушную петельку, которая у нас была. Вот так. И воздушная. Вот что у нас с вами получается. Далее вяжем по кругу, как обычно. То есть просто продолжаем наш рисунок. Вот смотрите, вот этот вот воздушный столбик, он у нас должен был быть вот здесь, то есть вот так вот стоять. Соответственно, в этом ряду у нас должны быть 2 столбика вот здесь. Вот здесь мы начали, видите, первый столбик наш. И в конце ряда мы вот сюда провяжем под эту же дырочку дополнительный. Теперь вот здесь у нас нету центрального столбика, мы просто точно так же, без всяких изменений, провяжем 2 столбика под вот эту нашу дырочку для утяжки. Так, воздушная петля. Провязываем сначала первый столбик под эту дырочку. Воздушная петля. И теперь сюда же под эту же дырочку мы провязываем еще один столбик, чтобы сравнять количество столбиков по итогу в концу ряда. И воздушная петля. Вот что у нас с вами должно было получиться. То есть вот этот центральный столбик, который мы пропустили, у нас будет вот здесь утяжка. Таким образом мы провязываем до конца ряда. То есть вот в эту же дырочку в следующую мы вяжем точно так же 2 столбика. А вот здесь к концу ряда мы провяжем вот здесь самый последний еще один столбик. Подошли к концу ряда, и как я уже и говорила до этого, первый столбик мы провязали в начале ряда, и последний второй столбик мы провяжем вот здесь и сейчас в конце. И закрываем ряд. Вот так вот. Находим, вот она наша первая воздушная петелька, вставляем крючок, захватываем и вытягиваем. Вот что у нас получается. Далее 2 воздушные петли и продолжаем вязать так же, как и обычно.
в зависимости от того, сколько пряжи у вас осталось, нам нужно провязать 1 или 2 ряда еще. Ну, то есть у каждого плотность вязания разная, соответственно, количество пряжи у нас, расход меняется. Кто-то вяжет туго, кто-то вяжет свободно. Вот у тех, кто вяжет свободно, возможно, не хватит на 2 ряда. У тех, кто вяжет туго, возможно, хватит и на 2, и на 3 ряда еще. Ну, соответственно, от вашей плотности вязания зависит то, какое количество рядов мы провяжем еще дополнительно. И встретимся уже в моменте привязывания клапана. Итак, я провязала еще один дополнительный ряд, и просто по высоте мне этого достаточно. У меня выходит 27 сантиметров на высоту рюкзак. И из-за того, что пряжа растягивается и намного сильнее, чем шнур, соответственно, в процессе носки она у меня вытянется. И плюс от того, что я что-то положу в рюкзак, соответственно, она от своего веса вытянется. И я поэтому не хочу делать его сильно высокий. И 3 сантиметра плюс-минус я оставляю для того, чтобы рюкзак вытянулся. Итак, вот они, наши задние дырочки. Я нашла между ними ровно серединку, то есть отсчитала, вот они начинаются. 1, 2, 3, и вот она, средняя петелька. Вот, значит, это серединка между дырочками. Обвязывать мы край будем соединительными столбиками, и, к сожалению, не выходит. То есть у каждого производителя разный размер дырочек, разный промежуток между дырочками и так далее. Соответственно, здесь вы уже смотрите, отталкиваясь от своего клапана. Я просто приставила, вот она, центральная дырочка. У меня, в общем, здесь 11 дырочек выходит. Здесь я, ну, никак не воткнуть это все именно в каждую дырочку. Соответственно, я просто приставила центральную дырочку к моему центральному столбику и отметила красными маркерами края моего клапана. То есть ввязывать мы его будем куда придется. Получается, как вот у нас он будет стоять, так мы куда войдет крючок, туда и будем ввязывать его. Обязательно просто нужно будет следить, чтобы начать ввязывать клапан вот с этого маркера и закончить вот с этого. Теперь, где у меня тут начало ряда, распускаем вот эту вот нашу петельку и продолжаем вязать соединительными столбиками уже. То есть ряд мы не закрываем, как и до этого. Я его закрывала просто, чтобы у меня ровно было соединение, чтобы посчитать столбики. Итак, мы просто, видите, вот здесь мы должны были закрывать ряд. В эту же петельку, куда мы закрываем ряд, вставляем крючок вот таким вот образом. Вытягиваем соединительный столбик. Далее, вот он, следующая вершина наша. Вот она. Верхнюю часть петельки вот мы вставляем крючок и провязываем еще один соединительный столбик. Находим, вот она, следующая петелька. Верхнюю часть вот так вставляем крючок и провязываем еще один соединительный столбик. И таким образом доходим до нашего первого красного маркера, где мы привязываем наш клапан. Итак, вот я дошла соединительными столбиками до первого маркера. Убираю его, чтобы он не мешался. Вот этот центральный мы еще пока оставляем его, чтобы рассчитывать по нему центр нашего клапана. Берем крючок номер 3,5, тот, которым мы обвязывали дно. Прикладываем клапан. Начнем вот со следующей дырочки. И точно так же вот здесь мы уже вставляем крючок под обе стенки, так, чтобы он получше держался, то есть прям под самый низ. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем соединительный столбик. Вот что у нас с вами получается. Далее держим клапан так, чтобы наша центральная дырочка оставалась над центральной петелькой. И вот в этом месте уже, где у нас, куда попадет крючок, туда мы его и вставляем. Захватываем нить, вытянули
и провязали. Далее чуть-чуть вытянем нашу петельку, чтобы она у нас сильно не затянутая была, но и не сильно слабая. Далее опять же придерживаем на центральной петельке и вставляем крючок туда, куда он заходит. Захватываем нить и вытягиваем еще одну петельку. Очень неудобно это делать на камеру, но выбора у меня особого нет. Далее точно так же вставляем крючок туда, куда он войдет. Вот так. Захватили и провязали. Далее придерживаем, вот она наша центральная петелька. Маркер можно убрать уже в принципе. Вставляем крючок и провязываем. Вот что у нас с вами получается. Это все, конечно, потом вытянется, поправится. И таким образом нам нужно с вами провязать до конца нашего клапана, а далее по столбикам, так же как мы начали обвязку, до конца нашего ряда. И вот смотрите, мы дошли до момента, откуда мы начали. Вот она наша вот эта петелька, которая выходит из последнего столбика. И вот здесь у нас продолжаются наши соединительные столбики. Теперь нам нужно зацепить вот таким вот образом петельку вот за эту. Сделать такую ложную петельку. Вот так. Нить мы уже можем обрезать, она нам не нужна. Вытягиваем ее вот здесь полностью. Берем крючок, и вот она наша самая первая соединительная петелька. Вставляем крючок вот таким вот образом за обе стенки. Захватываем нить и вытягиваем ее полностью. Вот видите, у нас уже виднеется наш столбик. Далее с обратной стороны нам нужно вставить крючок так, чтобы выйти вот ровно посередине нашего последнего столбика. И теперь вытягиваем нить на эту сторону полностью. Господи, как неудобно. Вот так. Все это дело нам нужно будет хорошенько поправить, подтянуть. И вот что у нас с вами получается. Такое вот бесшовное ровное соединение. А эту ниточку мы потом спрячем вот здесь вот в вязании. И вот что у нас получается. Вот такой вот рюкзачок. Вот такой вот клапан. В этом моменте уже можно нам одеть, чтобы они не мешались, не болтались, наши лямки. Вот так вот. И вторую. Вот что у нас с вами получается. Вот такой вот рюкзачок. Теперь нам осталось одеть с вами утяжку, одеть замок. Думаю, с этим вы уже справитесь сами. Тут ничего сложного нету. И я покажу вам конечный результат уже получше. Нужно будет поднять камеру, отдалить ее немножко, чтобы в кадр поместился весь рюкзак. И вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот крутой рюкзак шикарного цвета. Вот так вот он выглядит с обратной стороны. Лямки я еще пока не трогала, просто как одела их, так и одела. Одела я утяжку, приделала замок. Вот такой вот шикарный рюкзак у нас с вами получается. Спасибо всем, что смотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока-пока!